Hello, дорогие телезрители, я Такер Карлсон, и сегодня у меня в гостях не поверите кто. Он умнее, чем все президенты США вместе взятые. Именно так говорят все его вместе взятые подчиненные. Единственный президент, который мог бы спокойно победить на выборах даже Линкольна, если бы в то время были соцсети. Франклин уже готов освободить для него свое место на $100 купюре. Человек, который мог бы спокойно остановить Вторую мировую войну, но его никто тогда об этом не просил. Дональд Трамп. Здравствуйте, мистер президент. Hello, Tucker. Thank you very much. Столько приятных слов. Это был восхитительный журналингус с твоей стороны. И, кстати, я у тебя в гостях уже целых 30 секунд, а ты меня еще ни разу не поблагодарил за то, что я у тебя в гостях. Oh, sorry, Mr. President. Thank you. Мне кажется, ты был недостаточно благодарным. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Much very thank you. Thank you, thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Donald. Thank you, Trump. Very, very thank you. Danke schön, muchas gracias, merci beaucoup, дякую, аж підскакую, в конце концов, благодарочка. Я могу продолжить? Продолжаю. Thank you, thank you, thank you very much, thank you. No, можешь продолжить, я имел в виду интервью. Thank you, Mr. President. Mr. President, заранее благодарю вас за ваш ответ на мой следующий вопрос. Насколько я знаю, на днях у вас был очень важный телефонный разговор с президентом России Пупиком. No, Пупик, Пуфик. Пуфик? Пуфик. Да, в принципе, пофиг. Как вы оцениваете этот судьбоносный для всего мира разговор? О, это был замечательный разговор. Вначале я в основном говорил, а он делал вид, что меня слушает. Потом я его долго слушал, а он делал вид, что говорит. И так почти целый час мы делали вид, что о чем-то договариваемся. Потом он похвалил меня, потом я похвалил его, потом мы вместе поругали Байдена, снова похвалили друг друга за то, что поругали Байдена, и так пролетел еще час. Одним словом, это был исторический диалог. Исторический? Он что, вам тоже рассказывал про Рюрика и печенегов? Нет, точнее, да, он что-то хотел мне об этом рассказать, но я ему четко дал понять, что это мне нафиг не интересно. Прикольно. А что, так можно было? Я просто 2 часа всю эту херню от него слушал. Такер, это ваша работа слушать херню. Именно поэтому я сегодня здесь. Так что продолжайте делать свое дело. Thank you. Скажите, о чем вы говорили с президентом Пультиком? Мы говорили о мире во всем мире. Ну, кроме Украины, конечно. Ведь там мира сейчас нет, поэтому смысла поднимать эту тему не было. Насколько мне известно, ваша цель в этом году получить Нобелевскую премию мира. Yes, мне бы этого хотелось. И чтобы приблизить свою мечту, вы даже решились попросить президента России о прекращении огня. Для меня это очень важно. Важно, чтобы ракеты и дроны не летели по Украине. Важно, чтобы у меня была премия мира, а остальное все второстепенно. Так в итоге вам удалось договориться с Владимиром Путиным о 30-дневном прекращении огня или нет? Конечно, он даже сам лично предложил, чтобы Украина прекратила огонь. Ведь из-за огня Украины русские никак не могут погасить огонь у себя на России. Поэтому мы договорились, что Украина 30 дней не наносит удары со своей стороны.
А удары со стороны России? И со стороны России Украина тоже удары не должна наносить. Нужно, наконец, покончить с этой несправедливостью. Путин сказал, что нам с ним нужно объединиться ради человечества. Простите, ради человечества или против человечества? Это уже не имеет значения, когда речь идет о человечестве. Я прекрасно знаю президента России. Поверьте, Путин голубь мира. В каком смысле голубь мира? Он всегда всем говорит, что за мир, но при этом срать он хотел на всех с высоты птичьего полета. Поэтому я верю ему на слово. Президент России дал мне четко понять, что хочет мира в Украине, при условии, что мир и Украина согласятся стать частью России. Да, но вы просто утверждали, что закончите эту войну за 24 часа. Я это утверждал? Я не помню такого. Я мог шутить, что закончу войну за 24 часа, но утверждать такого точно не мог. Я правильно понимаю, принудить Владимира Путина к перемирию вам так и не удалось? Пока нет, но мне удалось договориться с ним о гораздо более важном. За всю историю длительных отношений Америки и России об этом не смог договориться ни один президент, а у меня получилось. О чем же вы договорились? Мы договорились поиграть в хоккей между нашими странами. В хоккей? Yes. Как говорится, война войной, а хоккей по расписанию. Для меня это приоритет. Я рассчитываю также получить Нобелевскую премию мира по хоккею. Сделаем хоккей снова великим. И к чему вы в итоге пришли? Мы пришли к тому, что теперь в хоккее будет царить новый мировой порядок. Все команды с этого дня будут играть по одним правилам. По каким? Ну, по тем, которые будут меняться по ходу матча. Например, если одна сильная команда никак не может обыграть другую, мы настойчиво попросим другую уступить свою штрафную площадку сопернику, чтобы те могли спокойно туда заехать и беспрепятственно атаковать. А если они будут против? Ну, тогда мы просто отберем у них клюшки и будем им отключать свет во время атаки соперника. Мне кажется, это хорошая сделка. Если бы Украина играла в хоккей с Россией, я бы закончил этот матч за 24 минуты. Окей, давайте подведем итог. О вас все говорят, что вы мастер переговоров, что вы можете заключить сделку даже с самим дьяволом. Это правда. Что же вам тогда помешало заключить с ним сделку в этот раз? Отсутствие козырей. Просто все свои сильные козыри я оставил в разговоре с Зеленским в овальном кабинете.